Здравствуйте, с вами Шлапак Елена, и сегодня мы поговорим о том, как создать свою собственную кисть в фотошопе. Для начала я создам пустой фон и в меню инструментов слева выберу, конечно же, кисть. Здесь мы видим, что наверху у нас поменялось меню наше, и видим, что мы можем открыть, так скажем, диалоговое окно, где у нас будут отображаться все наши кисти, которые мы загрузили в данную программу. Соответственно, мы видим, что у нас есть здесь некие папочки. В зависимости от того, сколько кистей вы скачали, загрузили, то вы можете видеть вот такие вот элементы. То есть, когда вы открываете, у вас есть определенный набор разнообразных кисточек с определенными эффектами. Здесь, как вы видите, самая первая папочка — это основные кисти. В основном ими я пользуюсь при создании каких-либо своих рисунков, которые вы можете видеть на моем канале. В основном, конечно же, здесь я пользуюсь жесткой кистью, круглой и, конечно же, круглой мягкой кистью, то есть вот этими элементами, видоизменяя их, так скажем, по размерам, прозрачности и так далее. Для недавней работы, которую я выполнила, я создала свою собственную кисточку квадрат и ею выполняла, так скажем, всю основную работу, просто видоизменяя ее размеры. Теперь давайте перейдем к непосредственно теме нашего занятия. Я создам треугольную кисть. Для этого я перемещусь в панели инструментов на многоугольник, выберу его и начну создавать нашу фигуру. Как мы видим, что у нас верхнее меню тоже видоизменилось, и открылась также панель свойств. Если у вас этого не произошло, можете зайти в меню «Окно» и нажать «Свойства», чтобы тоже отобразилась такая вот панель. Потому что в ней мы будем редактировать, видоизменять нашу кисточку, поскольку я хочу создать просто треугольник. Итак, здесь мы видим, что мы можем либо здесь поменять количество углов, количество вершин на 3 для создания, так скажем, нового треугольника. Но я хочу поменять именно в этом. Поэтому нам нужна панель свойств. Здесь я ставлю 3, нажимаю Enter. И мы видим, что у нас видоизменилась форма. Соответственно, дальше я хочу, так скажем, сделать ровные линии, то есть чтобы треугольник был равносторонний. Поэтому здесь у нас есть, как вы видите, отображение углов соответственных сторон. И я нажимаю здесь 100%. И, как вы видите, у нас появляется некий такой вот треугольник, который мы можем видоизменить, как-то переделать и так далее. Соответственно, теперь я его просто выбираю, захожу в редактирование и определить кисть. Здесь мы видим, что он у нас определяется, и назовем нашу кисть, ну, давайте треугольник. Окей, наша кисть создана, и теперь мы можем ее выбрать. Видим, что она создается в самом низу нашего списка кисточек. И теперь при ее выборе я могу рисовать разнообразные объекты. Давайте немножко ее уменьшу. Как мы видим, мы можем видоизменять настройки. Можем либо делать это клавишами от 1 до 0, соответственно, либо же видоизменять на верхнем меню панели. Создавайте свои интересные кисточки, подписывайтесь на канал, и всем спасибо, что смотрите мои видео. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы знать, когда выходят новые видео. Всем спасибо за внимание.